Россыпь титулов с Пари Сен-Жермен, 60 матчей за год. Все это Хвича Кварацхелия в 2025-2026 уже здесь. Но давайте все же подведем коротко итоги Хвичи за прошлый год. Погнали! Гилоцав Ахалцелс, всех приветствую. Новый год уже наступил, кто-то еще отмечает, кто-то уже отметил. Но сегодня второй день Нового года, 2 января. Бедоба, да, если я правильно ставлю ударение, день судьбы, и нужно веселиться и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься в наступившем году. Я не скажу, что я хочу снимать видео круглый год, но тем не менее не мог я вас не оставить без такого ролика. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, потому что у нас сейчас даже 22 тысяч нету. Ну что это такое? Грузинский футбол заслуживает большего. Вот у меня лично амбициозная цель 50 тысяч подписчиков. Как минимум в этом году. Поддержите лайком и подпиской. В этом видео я хотел бы разобрать год Хвичи совсем коротко, без лишних подробностей, потому что, как будто бы уже все вот эти разборы позади, уже Новый год наступил, сколько можно мусолить. Но мне кажется, что главное нужно сейчас все-таки сказать, подвести этот самый итог. И это видео будет разбито на несколько частей. Мы поговорим про титулы Хвичи, про его достижения и, конечно же, дадим прогноз на год 26. Но давайте сперва о том, как 2025 начинался. Вы прекрасно помните концовку года 24, когда Хвича, вот эти вот слухи были, то, что у него травма какая-то, то он играет, то не играет. Потом Конте говорит, что он хочет уйти, имеется в виду Хвича. А потом идут какие-то опровержения. И вот постоянные вот эти качели. Я немного даже устал к концу 24 года от этого. И думал, что ничего не будет, куда Хвича денется. Останется он в Наполе и будет там дальше играть. Но потом события развивались очень стремительно. Первые дней 10 Нового года ничего особо не происходило. То смотрим дальше, что было. На тот момент, кстати, Квара на трансфермаркте стоил 85 миллионов евро. И казалось, по ходу сезона его покупка какой-то безумной. Вот честно, я даже всерьез об этом не задумывался, повторюсь. И тем не менее, мы видим некие сигналы. Во-первых, 4 и 12 января матчи Наполи, там Хвича не играет, его даже нет заявки, и кажется, что-то назревает. Потом 15 января, спустя 3 дня после очередного матча Наполи, появляется видео, где Хвича прощается с Муралом, и все становится ясно. Идет вообще череда видео, Хвича прощается с Муралом, Хвича покидает Неаполь, Хвича приезжает в Париж. И долгожданное объявление о трансфере 17 января, я думаю, мы этот день все с вами запомним. Мне было не очень понятно, что ждать от этого трансфера. Вы помните, у меня было интервью с экспертом на канале, многим из вас оно не понравилось, можете пересмотреть, даже, может быть, сейчас и смешно будет пересмотреть уже в той ситуации, в которой мы с вами находимся. Потом мы помним, что Пари Сен-Жермен стоял вообще одной ногой от вылета из Лиги Чемпионов, оставалось 2 тура в январе, но Хвича там помочь команде не мог. Я не знаю, было ли вообще плевать на эту Лигу Чемпионов руководству Пари Сен-Жермен, или они не знали о правилах, неважно. В любом случае, Ман-Сити после 0-2 в первом тайме удалось обыграть со счетом 4-2. Хвича был на трибунах, хлопал, аплодировал, но помочь не мог, повторюсь. Потом был Штутгарт 4-1, и Пари Сен-Жермен вышел дальше. Как говорится, что было дальше, эта история. После игры с Сити, которая состоялась 23 января, 25 января состоялся дебют уже Хвичи, ПСЖ Реймс. Матч, может быть, не самый яркий, но сразу результативное действие. Вообще Хвича любит в дебютной игре сразу как-то отметиться ярко. Вот он отдал голевую передачу, ПСЖ Реймс 1-1. Не удалось выиграть, но, тем не менее, этот матч я тоже стримил, и он мне лично запомнился. Друзья, такие базовые точки, с чего все начиналось. Я не буду сейчас весь сезон вспоминать, каждый матч. Давайте просто по титулам и по турнирам. Чемпионат Франции. В итоге в минувшем сезоне Хвича сыграл там 14 матчей. И что любопытно, что уже 5 апреля команда оформила чемпионский титул. Представляете, 5 апреля, то есть почти за 2 месяца до окончания сезона. Там, по-моему, это был 28-й тур, если я не ошибаюсь. То есть за 6 матчей до конца сезона парижане смогли оформить титул. 14 матчей у Хвичи, в итоге 4 плюс 3. И для меня, пожалуй, самый памятный матч. Один из самых ранних против Монако. Домашняя игра, 4-1, гол Хвичи. И, кстати, давайте напомним, что здесь Баркаля не пожадничал. Смотрите, какую передачу хорошую
хороший отдал, и Хвича блестяще с защитой разобрался. Это, кстати, был второй гол ПСЖ в матче, в итоге победа 4-1 над основным из конкурентов, а там Монако даже ввел в счете какое-то время. Ну, борьба, в общем, была. Идем далее. Следующего титула пришлось ждать подольше. Если вот Хвич, представляете, вот он пришел 17 января и уже 5 апреля выиграл титул. Кстати, он мог еще один титул выиграть. В январе был матч за Суперкубок, но там не успел он подъехать, и чтобы этот трофей тоже завоевать. В принципе, там бы он мог вполне сыграть, но, видимо, тогда еще переговоры велись. Кубок Франции. Интересный турнир. Здесь у Хвича была возможность сыграть в 4 играх. В итоге он сыграл всего в 2. В финале его не было. Там были опасения, что как бы он и финал ЛЧ не пропустил, но решили поберечь. Тем более, что Реймс, да, что это такое. Но мне было обидно, потому что я был в Париже, и это был тот редкий матч, который я мог своими глазами увидеть. Но, к сожалению, ПСЖ Реймс. Победа парижан 3-0, но без Хвичи. А вообще в Кубке Франции у Хвичи, ну так, полтора матча, можно сказать. Повторюсь, в полуфинале он не играл, но, тем не менее, в матче с командой Стад Брюш сумел отметиться голевой передачей. Любопытно также, что матч финала Кубка Франции состоялся 24 мая. В тот же день Наполи выиграл очередной титул в чемпионате Италии, серии А, причем опередив соперников всего на 1 очко, обыграли дома Кальяри 2-0. И здесь тоже стоит сказать, что по правилам Хвича медаль не получил, потому что там нужно, чтобы игрок к концу сезона находился в обойме, тогда он эту медаль получит. Но Хвича, тем не менее, сыграл 17 матчей, у него 5+3. Вы наверняка помните тоже противостояние Гогличидзе из Эмполи против Хвичи в Наполе, и там единственный мяч, пусть и с пенальти, но все равно забил Хвича, и Милану он забивал. Ну, в общем, важные голы на пути к Скудетто, тем более, что, повторюсь, всего 1 очко отрыва, это стоит помнить. Спустя неделю финал Лиги Чемпионов, и снова я поехал смотреть на Хвичу, снова все видел своими глазами. Ну, здесь долго говорить не стоит, это всего второй грузинский футболист, который выигрывает Лигу Чемпионов, причем это еще было в день рода Кварацхелия. Сам Квара забивает гол, Луис Энрике скачет, плачет, прыгает, в общем, полнота эмоций. Уже 3-й титул в 2025-м, 3-й титул в составе Пари Сен-Жермен. Ну, если неаполитанские титулы считать, то уже 4-й. Идем дальше. Клубный чемпионат мира летом. Хвича играет во всех играх. 7 матчей он проводит. Ну, там где-то побольше, где-то поменьше. Начинает, причем, мне кажется, ПСЖ и Хвича очень хорошо. Но потом идет некий спад. И вот, несмотря на вот эти разгромные победы, мне вообще больше всего запомнился вот этот момент с всего клубного чемпионата мира, когда Хвича отобрал мяч у Мбаппе, пробросил между Гюлеру. И, ну, жаль, что там не забили, конечно, но это было очень красиво, и ваши лайки тоже собрало. Можете еще раз пересмотреть. Этот видос у меня на канале есть, он будет в описании. На этом турнире были еще встречи с Месси, Кейном и Мбаппе, ну, про которого я уже сказал. С Челси, наверное, сил не хватило, но тем не менее у Квары 7 игр и 1+2. Дальше был отпуск, ну как отпуск, там дело в том, что этот финал проходил уже в середине июля, и до матча с Тоттенхэмом там оставалось уже меньше месяца, и фактически Луис Энрике сказал, что там 10 дней было отдыха где-то, и матч с Тоттенхэмом удалось выиграть в серии пенальти, еще один титул для Квары, но Луис Энрике сказал, что это даже не то, что результат подготовки к новому сезону, как скорее продолжение предыдущего, потому что пауза была действительно очень короткой. Но этот матч не был каким-то ярким, там больше всего запомнилось, как Маркинес танцевал, не знаю, лезгинку или грузинские или танцы, но специально для Хвичи это видео тоже было у меня на канале. Ну и потом новый сезон, который еще продолжается, который, кстати, возобновится уже в эти выходные. И вообще у Парижа там сумасшедший график, но об этом отдельно поговорим. И последний титул 2025 года, межконтинентальный кубок. Квара в старте, сыграл 90 минут, забил гол, может быть, там скорее так поймал на ошибки соперника, но тем не менее до пенальти он не доиграл, его заменили. Вообще, я хотел бы отметить, что вот с Фламенго 90 минут сыграл Квара, и представляете, всего 4 матча за клуб, за ПСЖ
он в этом сезоне провел полностью по 90 минут. Это вот результат прошлого сезона, потому что, повторюсь, 60 матчей суммарно в 2025 году, 7 в составе сборной Грузии, 53 в составе Пари Сен-Жермен. Это сумасшедший результат. Я, кстати, прошу прощения, я в прошлый раз сказал 61 матч. Нет, все-таки 60. Красивая цифра, потому что в первом матче с Арменией Хвичи не играл, у него была там дисквалификация. Ну и давайте пару слов еще про сборную. В составе сборной Грузии вот с Арменией в первом матче как раз Квара не играл. Там без него разобрались, 3-0 выиграли. Ответный матч дома, победа 6-1, 1+1 у Квары. Долго он там не мог забить, я это помню, но в итоге отличился во втором тайме, когда уже все было понятно. И у него была радость, и у трибун была радость. Это такой был памятный момент. Потом, конечно, осенью не все получилось или все не получилось, но Квара был все равно одним из ведущих футболистов сборной. И даже несмотря на его не самую лучшую форму, что вот подтверждает, опять же, статистика из Пари Сен-Жермен, что он там не играл-то по 90 минут толком, тем не менее, Квара забивал и вел команду вперед, но, повторюсь, не всегда это получалось. Вот такой итог для Хвичи. Давайте еще раз посмотрим на все эти титулы. Все это выиграно. Получится ли повторить? Получится ли улучшить? Я не знаю, будет сложно, но, наверное, самый главный плюс, что... Кстати, это плюсы для сборной Грузии, что ни Хвичи, ни сборная не поедут на чемпионат мира. Вот не думайте, что это такое я несу. Дело в том, что есть Лига наций в сентябре. Вот представьте сборные, которые, например, сейчас пройдут чемпионат мира, потом там опять сезон стартует быстро, но все равно это перелеты, это нагрузка. Я думаю, что это может быть плюсом для сборной Грузии, если еще Санёль грамотно все использует для перестроения команды. Я думаю, что может быть хорошо, но это отдельная тема, глубоко в нее сейчас погружаться не будем. Ну и что ждать от Хвичи Кварацхелия в 2026 году? Хороший вопрос. Давайте сперва посмотрим на январь. Январь будет насыщенный. Видите, 2 матча с ФК Париж. И в этих матчах я уже не могу говорить Париж, а придется говорить ПСЖ или Пари Сен-Жермен. Парижское дерби, которого мы ждали и в Кубке матч, и в чемпионате матч. Потом будет матч за титул. Кстати, тот титул, который Хвичи еще не выиграл, Суперкубок Франции, это будет 8 января. Надеюсь тоже постримить этот матч. Вас всех жду, приходите, будем смотреть вместе. Ну и, конечно, матчи Лиги Чемпионов. Здесь будет встреча с Георгием Кучурашвили, будет матч с Ньюкаслом. Хорошие игры, чемпионат Франции тоже набирает обороты. И в этом сезоне у Парижа не все так гладко, у Пари Сен-Жермен не все так гладко, поэтому борьба предстоит до конца. Я надеюсь, что и на товарищеские матчи в состав сборной Грузии Хвича будет вызван, не будет, вы знаете, какого-то проходного двора, что непонятно какой состав, непонятно как будет играть, потому что вот даже в марте будут матчи с Израилем и Литвой, и Израиль может вполне попасться в Лиге наций. А Лига наций, я напомню, что это очередной шанс попасть на чемпионат Европы, хотя кто-то считает, что лучше в Лигу С вылетать, а не играть с такими вот крепкими, сильными командами в Лиге Б. Ну, здесь каждый решает сам. Друзья, на этом сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Отмечайте Новый год и все праздники так, как вы привыкли это делать. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, отправляйте друзьям. Этот год будет не менее насыщенным. Не знаю, что получится у Хвичи в 2026, но хочется, чтобы вообще у всех грузинских футболистов получилось чуть-чуть лучше, чем минувшей осенью, когда, конечно, поводов для расстройства было куда больше. Не прощаемся надолго. До новых встреч. Нахвамдис.